Мир вам и милость Всевышнего, друзья! Настало лето, много зелени, и давайте приготовим национальное азербайджанское блюдо кутабы с зеленью. Блюдо готовится из простых ингредиентов. Для теста нам нужна только мука, вода и соль. Это будет полезно и молодым хозяюшкам, и тем, кто хочет приготовить блюдо из другой национальной кухни. Попробуйте, вам обязательно понравится. Блюдо простое, недорогое, но такое вкусное, полезное и сытное. Итак, как я и сказала, для приготовления теста нам нужна всего лишь мука, вода и соль. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Вот такое. Откладываем его. Смотрите, вот у меня вся зелень. Ее, конечно, надо хорошо промыть и просушить, чуть-чуть на дуршлаг скинуть. Это все, чтобы лишняя вода сошла. У меня из зелени лук зеленый, шпинат и свекольные листья. Сейчас мы будем их нарезать. От серединок я удаляю эти серединки, чтобы была зелень, только мякоть ее, и не чувствовались эти кочерышки, так скажем. Вот так подчищаем зелень, и потом нужно ее мелко нарезать. Это я подготавливаю шпинат для нарезки. Ну, также мы подготавливаем и свекольные листья. Знаете, да, насколько полезен шпинат, свекольные листья, зеленый лук. Так что мега-витаминный обед или ужин у вас будет. Приготовьте, чтобы ваши домочадцы получили не только вкусную, качественную еду, но и полезную. И сейчас мы будем нарезать зеленый лук. И вот эту белую часть лука мы сразу откладываем в сковородку, чтобы потом его обжарить. Вот так вот обрезали и положили в сковородку. Теперь можно нарезать обычный репчатый лук, а можно, у меня вот оставались такие маленькие лучки от зеленого лука, и я их нарежу, и это все нам надо будет обжарить и добавить к зелени. Обжариваем, не жалеем топленого или сливочного масла. Ну, если любите, можно и на подсолнечном масле сделать. Обжарьте до золотистой корочки, добавьте к зелени, и все это нужно перемешать. Насчет масла можно добавить побольше, тогда начинка будет сочная, так что не жалейте. Теперь у нас основной процесс. Это займемся тестом и будем раскатывать наши кутабы, готовить. Нужно разделить тесто на маленькие кружочки. Но все это зависит от вашей сковородки, какого она размера. Хотите большие, делайте, если у вас большой диаметр. Хотите поменьше, можно их делать. Я делаю кружочки примерно с половины ладошки, небольшие такие. Не забывайте подпылить рабочую поверхность. Тесто должно быть очень тонко раскатано. Раскатывайте удобным для вас способом. Смотрите, чтобы не прилипало, периодически посыпайте мукой.
Теперь на верхнюю половинку мы укладываем нашу зелень и солим каждый кутап отдельно. Защипываем. Можно и так отправить сразу на сковородку, но если есть у вас такой ножичек, можно обрезать его. На раскаленную сковородку на среднем огне ложим кутабы и обжариваем до золотистой корочки. Примерно занимает по 4-5 минут с каждой стороны. Дальше делаем то же самое с оставшимся тестом. Начиняем его, готовим. Все по очереди, как на конвейере. Когда кутабы приготовятся, обильно смажьте их сливочным маслом или топленым маслом. Первый кутабчик нужно смазать с двух сторон, потому что, чтобы нижний слой тоже пропитался, а последующие они будут забирать масло, низ будет забирать масло с нижней части, а верхнюю будете мазать. Это очень вкусно. Вы даже не представляете. Попробуйте приготовить хоть раз, и вам обязательно понравится. Кушать их, конечно, лучше горячими. Аромат дома, топленое масло, зелень, тонкое-тонкое тесто. Попробуйте. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайк, буду благодарна. Подписывайтесь. Вас ждет еще много-много полезных, вкусных и разнообразных простых рецептов. Так что спасибо, что поддерживаете и развиваете мой канал. Благодарю за просмотр. Всего хорошего!